Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о том, как недостаток любви родителей превращается в настоящую проблему во взрослом состоянии уже через 20 лет. Смысл в том, что я расскажу, и вообще формат этого видео будет таким, что я расскажу случаи из своей практики. Безусловно, я не буду говорить имен, дабы соблюдать конфиденциальность. Скажу случаи из жизни взрослых клиентов, с которыми я работала. Все они связаны с явлением депривации. Эмоциональная депривация – это психологический термин, который заключается в недостаточности или полном отсутствии эмоционального отношения с людьми. Это может быть бедность общения, редкость общения. Это может быть отсутствие эмоциональной близости с родителями или с братом, с сестрой, с бабушкой, с дедушкой. Это неучитывание мнения человека, даже самого маленького. К нему не прислушиваются, его все время задвигают на задний план, и его никак не учитывают в решении каких-то вопросов. Поездки, походы в магазин. Представьте себе, я уже сказала, что я приведу примеры из своей практики. Представьте себе, мама забирает ребенка из школы. Девочка учится во 2 классе, ребенок учится во 2 классе. Мама чем-то занята, все время звонит по телефону, отвечает, так нервничает, а девочка чем-то расстроена. Мама, не замечая, что девочка чем-то расстроена, сажает ее на заднее сиденье и говорит, вручает ей планшет, говорит: на, занимайся, в дороге меня не беспокой. Девочка попыталась пожаловаться, дочка попыталась пожаловаться, что-то высказать, что-то рассказать маме. Мама ответила: смотри мультики, не доставай. И вообще я за рулем, не отвлекай. Ну, с одной стороны, это резонно. Не отвлекай маму, пока мама разговаривает. Пока ведет машину. Но пока мама не ведет машину, можно же поговорить, можно же спросить у ребенка, в чем дело, почему она расстроена, чем она хотела поделиться, пожаловаться. На этом примере девочки и мамы я вам рассказала случай и хотела бы от вас получить комментарий. Какие чувства вызывает рассказанная история? Что происходит между мамой и дочкой? Что усваивает дочка? Что она видит, что она получает от матери? И что в итоге? Вот когда мама села за руль и начала движение, а дочка взяла планшет, не рассказав ни о каких своих переживаниях, уткнулась в мультики. В психологии существует несколько видов деприваций. Допустим, сенсорная депривация, когда человек лишается возможности пользоваться каким-то из органов чувств. Допустим, пропало зрение в результате какой-то травмы. Или пропал слух, к примеру, из-за заболевания какого-то. Познание мира сильно затрудняется, потому что глаза и слух, зрение и слух – это наши основные модальности, которыми мы познаем мир. И в зависимости от того, что мы слышим и что мы видим, мы проявляем реакцию на что-то, учимся чему-то. Мир начинаем понимать, что вокруг нас, как двигаться, что делать, как говорить, как отвечать. Хороший или плохой перед нами человек – это вот как раз зрение и слух. Ну и очень хорошо помогает познавать мир обоняние. Но это уже несколько, не сказать, что вторично, но по списку стоит чуть подальше. Зрение и слух – это самые важные органы чувств. Есть материнская депривация. Материнская депривация наблюдается у деток, которые попадают в детдома или дома-малютки. Педагоги, которые там работают,
они говорят интересные вещи, может даже страшные. Они говорят о том, что когда детки попадают туда, они перестают плакать. Как будто они понимают, что плакать бесполезно, и мама не придет. И лишенные материнской ласки, материнской заботы, они становятся менее общительные, менее гибкие, менее восприимчивые к чужой боли. Потому что изначально не было тепла, не было материнской заботы. Они просто физически не знают, что это такое. История из жизни моей клиентки из детства. Она пришла ко мне по поводу проблем с мужем. Она говорит, что муж меня не слышит, он со мной не хочет общаться, он меня не обнимет, не поцелует лишний раз. Спрашиваю, давно ли он так себя ведет? Ой, он давно такой, он всегда такой, даже до нашего знакомства. Спрашиваю, какое внимание вы хотите от него получить? Ну, говорит, хочу, чтобы цветы, хочу, чтобы подарки, хочу, чтобы нежно себя со мной вел, чтобы меня жалел, чтобы ласково произносил мое имя. Он меня называет, давайте я имя поменяю, допустим, он ее называет не Леночка, а Елена. То есть она жалуется, что он даже имя ее не произносит ласково. Я говорю, в общем, вы счастливы, он заботливый, о семье заботится вашей? Она говорит, да вроде да, мы ни в чем не нуждаемся. Итак, о чем говорит эта ситуация? О том, что клиентке не хватает внимания, то есть у нее своеобразная депривация ласки, да, и заботы от мужа. Но в целом ситуация следующая. Она, значит, ушла от мамы и папы, сепарировалась от них в 21 год. С матерью у нее нет контакта, изредка звонят они там на Новый год. С отцом контакта не было тем более, потому что он работал вахтовым способом. Наблюдается некоторая недолюбленность, нехватка внимания, такие признаки инфантильности такой. Я хочу, и все должны сделать. Вот я хочу, почему меня никто не слышит и не делает то, что я хочу. В общем, эта инфантильность переросла, детскость это переросла во взрослые отношения. А конфликты с мужем возникают на фоне ее хотелок, как говорит ее муж. Она жалуется на его холодность, на невнимание, а он нервничает по поводу того, что она это ему высказывает. Каждый раз она ему высказывает, каждый день они ссорятся. Он немного такой флегматичный, не очень разговорчивый. Вот скажите, пожалуйста, что чувствует эта женщина и почему она не чувствует себя счастливой? Хотя, по сути вещей, муж о ней заботится, она ни в чем не нуждается. Но она себя чувствует несколько ущемленной. И еще один пример. Значит, мужчина, 41 год, работает в строительном бизнесе, достаточно неплохо зарабатывает, но у него нет постоянной женщины. И он пришел ко мне с фразой такой: все они хотят одного, хотят дорогих подарков, никто не заботится, все считают мои деньги, заглядывают в мой кошелек, и всем им не угодишь, и кого бы я ни встретил, первое, что спрашивают, это про деньги, хорошо ли я зарабатываю. Никто не спрашивает, что я чувствую, как я живу, как я отношусь к тому или иному. У этого мужчины анамнез такой. Он рос в небогатой семье, донашивал за старшим братом. Папа выпивал, и работала только мама. Если приобреталась какая-то одежда, он слышал фразы: «Нечего тебе мечтать, у брат доносил, вырос, и ты теперь донашивай, у нас и так денег нет, а ты еще это клянчишь себе
что-то, какую-то там одежду, или там, футболку или мяч. Вот пользуйся тем, что есть. Не были богатыми, нефиг начинать. И еще как-то просил велосипед у отца. Отец ему очень ответил резко. И самое главное, что он ему сказал, что ты еще не заслужил. Вот заслужишь, тогда купим. Еще и подумаем. А не заслужил в смысле, спросила я у клиента, что отец имел в виду. Ну, хотел, чтобы я там на отлично закончил школу, там четверть, не знаю, год. Хотя учился мальчишка хорошо. У него был один брак. В этом браке, когда он познакомился с родителями жены, родители сказали следующее. А вы можете обеспечить нашу дочь, вашу женщину? Он, естественно, сказал, что да, я могу, я работаю, у меня есть деньги. Она привыкла к роскоши. А я вижу, что вы одеты скромно. Вы понимаете, что не может быть полноценной семьи, если у женщины будет недостаток каких-то вещей. Он ответил, что да, я все понимаю, но я неплохо зарабатываю, у меня перспективы хорошие. И ее мама ответила так: а что она должна ждать, пока ты станешь на ноги? Может, вы тогда чуть-чуть притормозите? Его это тоже очень сильно задело. Вот он пришел ко мне с мыслью, что все женщины меркантильные, что им нужно только одно — деньги, а больше они ничего не хотят отдавать, только брать. И он уже устал подстраиваться под таких женщин. Ему хочется женщину абсолютно бескорыстную, чтобы не считала его деньги и так далее. Ну, хотелось бы спросить вас, чтобы вы написали в комментариях, почему этот молодой человек 41 года до сих пор один, и почему он считает, что все женщины меркантильные существа. Я надеюсь, если это видео наберет больше 100 лайков, я продолжу работать в этом формате. То есть я буду давать вам настоящие кейсы, настоящие ситуации, вы будете их анализировать и писать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Если вам нравится такой формат видео, пожалуйста, обратите внимание, что можно поставить пальчик вверх. Вот. Если кто не подписан, подписаться, это здорово помогает каналу. А я потом, анализируя ваши комментарии, буду давать ответное видео. Возможно, расскажу какие-то научные данные, факты и так далее. Вот такой будем вести диалог между вами и мной. Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца это видео. И в конце видео хочу сказать, если вам нужна помощь, если вы нуждаетесь в консультации, обращайтесь. Ссылки на все мои контакты, на все мои сайты будут внизу под видео. Это первое. Второе, не ждите, пожалуйста, когда ситуация разрешится сама собой или кто-то ее решит. Если ее решит кто-то, то может так случиться, что не в вашу пользу. А если вы ждете разрешения ситуации самостоятельно, это может затянуться надолго. Жизнь одна. И если ее проживать в таком нервном состоянии, когда возникают трудности из-за того, что вы нервничаете, появились и соматические признаки какие-то, психосоматика сработала, вы перестали кушать, перестали сосредоточенно работать на работе, выполнять какие-то действия. Если вас мучает бессонница или наоборот, вы очень интенсивно заедаете стресс, сладенькое и так далее. Если вы начинаете ссориться с окружающими или вам ничего не хочется делать, оглянитесь, это не хорошая ситуация. И если вы ее сами не смогли уже решить, то наверняка стоит каким-то образом найти специалиста, чтобы он помог. Потому что то время, которое вы оттягиваете в нервном состоянии, это время не возвращается. Вы его проживаете вот в таком негативном для организма
нездоровом состоянии ума и тела. А когда жить вы будете? Когда наслаждаться, когда радоваться, когда все время стресс? Пожалуйста, не стесняйтесь, сделайте первый шаг ко мне или другому специалисту. Но выйдите из этого порочного круга в конце концов. Решите ситуацию, вздохните с облегчением и идите по жизни дальше. Самый оптимальный вариант. Кроме того, вернусь к депривации и скажу одну вещь. Это особенно для родителей касается. Если в вашей семье ссоры, склоки, если вы не уважаете ребенка, не спрашиваете у него его мнение, если он у вас задвинут на второй план, и если он вдруг начал не слушаться или делать какие-то вещи, которые ухудшили ситуацию, оглянитесь, вы как взрослый человек, оглянитесь и посмотрите на это со стороны. Чему учатся? А дети губки, у них инструментов нет учиться жизни, кроме как впитывать наши примеры. У них больше нет возможностей и каких-то средств познавать этот мир. Только вот примеры родительские, вот то, как справляются родители. Так вот, чему учится в вашей семье ваш ребенок? И тогда вы точно поймете, почему сегодня он принес двойку или почему сегодня нагрубил родителя на какое-то замечание. Просто посмотрите, чему, как вы себя ведете, как вы проявляетесь в мире и что ваш ребенок впитывает. Насколько он адаптирован и каким он вырастет взрослым. Что он усвоит. Я вас благодарю, всех, кто досмотрел до конца это видео. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Буду делать следующие другие форматы. Если этот формат интересен, мы продолжим. Всем счастья, всем пока.